Здравствуйте, друзья! С вами пластмассовый енот, канал от ТПА и не только. В этом выпуске мы покажем и расскажем, как заменить неподвижную плиту и совершить дефектовку КРМ на термопласт-автомате. На данный момент мы находимся на производстве в Муроме, куда прибыли для проведения инженерных работ. Андрей, расскажи, пожалуйста, с чем к нам обратились и какой план действий нам предстоит? Здравствуйте! На данном ТПА использовали пресс-форму, не подходящую по номинальному размеру, в результате чего при смыкании все усилие приходилось на центр плиты, и как итог плита треснула. А также здесь некорректно работала система автоматической смазки, что привело к преждевременному износу коленерычажного механизма. И поэтому сегодня мы будем производить замену неподвижной плиты и дефектовку КРМ. Возможно, не все наши зрители знают, что такое неподвижная плита. Андрей, расскажи, что это и какая ее основная роль? На данном ТПА узел смыкания состоит из трех плит: неподвижная, подвижная и плита регулировки монтажной высоты. Между подвижной и неподвижной плитами крепится пресс-форма, на подвижную понсон, на неподвижную матрица. Плиты являются наиболее нагруженной частью узла смыкания, поэтому чаще всего их изготавливают из стали. Конструкция плит определяется системой запирания и комплектации. Принцип работы узла смыкания вы видите на экране. Считаю, небольшой экскурс провели. Приступаем к работе? Да. Анализ повреждения плиты выявил неожиданную проблему. Трещина образовалась из-за использования ТПА маленькой пресс-формы. Это привело к увеличению давления на центр плиты при смыкании, что и стало причиной разлома. Возникает вопрос, возможно ли было избежать подобного сценария? Ответ прост – да. При условии корректной регулировки усилия запирания, даже при использовании маленькой пресс-формы, либо при использовании промежуточных плит, которые распределят нагрузку, этот факт подчеркивает значимость точной настройки оборудования и контроля за его работой, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Повышение давления в процессе литья часто указывает на проблему износа пресс-формы. Чтобы временно исправить эту проблему, наладчики могут прибегать к увеличению силы сжатия, что кажется решением, но влечет за собой последствия. Как же она продолжала работать с таким разломом? Работала она, но с серьезными последствиями, разрушая пресс-форму, которая на ней установлена. Использование поврежденной машины с пресс-формами приводит к их деформации, создавая цепную реакцию проблем. Перемещенная на другую машину деформированная форма может вызвать новые неполадки. Приступаем к выполнению работ. Начинаем отсоединять подвод узла впрыска, снимаем защитные кожухи и их каркас. С помощью гидравлического насоса сливаем масло. Невооруженным взглядом видно, срок годности у масла давно вышел, будем его менять. Наш ТПА состоит из двух частей, и мы их будем разъединять. Гидросистема соединяется рукавами высокого давления. Гидравлическая часть всегда разъединяется в случае проведения таких работ. Откручиваем крышки крепления колонн из неподвижной плиты. Снимаем шестеренки из гаек монтажной высоты, а также гидромотор привода монтажной высоты, подшипники и венец.
Откручиваем гайки колонн и убираем их. Гайки идут нелегко, ТПА не новый, ему больше 10 лет. С помощью гидравлики пытаемся выдавить колонну, но она намертво стоит на месте. Мы столкнулись с проблемой извлечения колонн. Плита треснула и выгнулась, тем самым зажала проходящие сквозь плиту колонны. С помощью кромбалки и чалки вращаем гайки регулировки монтажной высоты, тем самым вытягивая колонну. Но в нашем случае колонна из неподвижной плиты не выходит, только сближаются плиты. Мы без гаек на колоннах начали закручивать крышку колонн болтами, уперевшись в сами колонны, но и это не дало результат. Было решено взять несколько металлических стержней, сделали на них ровный срез и вставили между плит, чтобы при вращении гайки эти плиты не сближались. Вращаем гайки, 0 результата. Мы решили попробовать выпрямить плиту с помощью определенного приспособления. Цель – стянуть трещину в надежде ослабить зажатые колонны и уже их извлечь. На второй день работы мы начали изготовление нашего приспособления, состоящее из длинного болта и двух уголков с приваренной гайкой, которые закрутили в местах крепления цилиндров под воду узла впрыска. Для установки потребовалось открутить сопло. В таком случае нагреваем его и откручиваем. Устройство закреплено. Начинаем стягивать трещину. В результате наша самоделка немного помогла, и это позволило начать процесс выдавливания колонн методом постепенного натяжения. Одновременно вращали гайку, закручивали крышку и помогали гидравликой. Таких нагрузок резьба не выдержала, но ничего страшного, при сборке в любом случае будут новые болты. По результату второго дня мы вытянули только одну колонну. Это было приятным результатом усердной работы. На следующий день повторяем то же самое со второй колонной. По ощущениям она зажата была еще больше.
Мы параллельно используем гидравлический домкрат на 10 тонн и крутим гайку кромбалкой, и вторая колонна не устояла. Слева от ТПА стоит стена и не позволяет нам полностью извлечь колонны, поэтому мы ставим узел смыкания на подкатные ролики и будем смещать в бок весь узел, чтобы извлечь колонны. Мы извлекаем последующие колонны из неподвижной плиты. Это происходит уже куда легче, чем на начальном этапе. Для смещения узла смыкания усилия погрузчика недостаточно. Приходится двигать рывками. Мы сдвинули узел смыкания на необходимое расстояние и начали извлекать колонны с помощью кромбалки и погрузчика. Мы их убираем и откладываем уже до этапа сборки. Извлекать остальные две колонны нет потребности, так как они нам не помешают в дальнейшей разборке и сборке. Теперь мы разбираем элементы КРМ, снимаем фиксирующие замки с направляющих пальцев, разбираем систему смазки. При разборе стало обнаружено, что верхний палец подвижной плиты был сломан пополам, что, вероятно, спровоцировало цепочку проблем, включая неполадки в коленорычажном механизме. Это стало видно только в процессе демонтажа КРМ. Нам потребовалось сдвинуть крестовину назад, поэтому отсоединяем гидравлические рукава от цилиндра смыкания.
Неподвижная плита почти готова к снятию. Осталось отсоединить каркас кожухов. Некоторые пальцы для извлечения требуют больших усилий. Не бережем их, при сборке будут новые. Откручиваем крепление направляющих колонн крестовины. Снимаем промежуточные плиты. Снятие верхнего рычага затруднено. Втулка, находящаяся в подвижной плите, частично проникла в рычаг и затруднила его извлечение. Приходилось брать его на излом. Видим отломанную резьбу болтов фиксации пальцев. Это результат работы на изношенном механизме. Далее извлекаем крестовину. Подготавливаем элементы узла смыкания для дальнейшей отправки их на восстановительные работы. Пришел восстановленный КРМ с запчастями, и начинается процесс сборки уже на новых компонентах. Станина, плиты, все остальные механизмы были предварительно очищены. Установлена новая неподвижная плита с помощью кромбалки. Мы закрепили на нее сразу калибр, для того чтобы нам можно было правильно позиционировать весь механизм смыкания при сборке, а именно подвижную плиту. Калибр – это цилиндрическая болванка с ровными и параллельными плоскостями. Плиту регулировки монтажной высоты мы предварительно выравниваем на глаз. Начинаем задвигать колонны обратно на их штатное место.
Смазываем все контактные поверхности, чтобы наши колонны зашли с наименьшим сопротивлением, имея опыт их излечения. Новыми болтами закручиваем крышку, которая фиксирует колонну и гайку. Тут мы устанавливаем нижнюю линию рычагов, смазываем втулки, чтобы не повредить в ходе установки. После того, как мы вставили палец, мы его позиционируем относительно рычага и устанавливаем фиксирующую планку. Но так как все новое и зазор был слишком минимален, планка заклинила в пальце в неправильном положении, пришлось достать болгарку, других вариантов не было. Ставим новые направляющие колонны крестовины. В результате потом поставили одну старую колонну, потому что в новой резьба была нарезана криво. Но старая колонна была в отличном состоянии, поэтому ставим ее. Проблем в дальнейшем не будет. Не останавливаемся и устанавливаем крестовину на направляющие колонны. Фиксируем ее к гидравлическому цилиндру и сразу же соединяем пальцем с нижним рычагом. Так как все новое и зазоры совсем малы, приходится немного помогать зайти пальцу. Следующий на очереди установки гидроцилиндр системы сталкивания.
После его закрепления нет преград для установки верхних рычагов. При задвигании колонны забыли надеть уплотнитель, поэтому двигаем ее обратно и обязательно надеваем его. Собираем привод монтажной высоты. Устанавливаем шестеренки на гайки и протягиваем все соединения. Мы задвинули на место узел смыкания и стыкуем его с узлом впрыска. Стягиваем половинки болтами и устанавливаем вибропоры клинового типа. Далее мы собираем систему смазки из новых компонентов, но также и используем некоторые старые, которые в надлежащем виде. Продолжаем протягивание всех болтовых соединений.
Выставляем станок по уровню. Из-за перепада пола под некоторые опоры приходится подкладывать металлические пластины. Производим окончательную сборку нашего механизма. Далее мы устанавливаем гидромотор монтажной высоты. Полукольцами фиксируем уплотнители в подвижной плите, чтобы смазка не выходила наружу. Соединяем магистрали гидравлическими рукавами. Собираем механизм монтажной высоты и как раз выставляем гайки совместно с шестеренками в одной плоскости. Устанавливаем гидроблок системы сталкивания. Подключили систему управления ТПА. Установили гидромоторы. Очищаем загрязненную резьбу на колонне. Устанавливаем венец монтажной высоты. Ну вот, весь механизм собран, и мы заливаем новое гидравлическое масло. В процессе работы некоторые клапаны были неисправны, пришлось сделать небольшую диагностику и устранение неисправности. Подключаем штоки гидроцилиндров узла впрыска. После этого регулируем натяжение колонн. На кадр данная настройка, к сожалению, не попала. Весь механизм собран, установлена пресс-форма и запущена в цикл. Добиваемся годного изделия. Готово. Все работы завершены. Оборудование введено в эксплуатацию. Если это видео было для вас интересным и полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вас ждет много нового и интересного. До новых встреч!